With me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами готовимся к Международному дню шахмат, который будет 20 июля. И я решила сделать разворот, конечно же, посвященный шахматам. Шахматы вообще одна из, наверное, самых древних и увлекательных игр, которые нам известны, и история, конечно же, окутана различными легендами, мифами, что делает игру еще более загадочной и интересной. Я предлагаю разобраться в этом поподробнее. По данным из разных источников, шахматы возникли более 1500 лет назад. И, скорее всего, это произошло в Индии, где примерно в VI веке была придумана игра под названием чатуранга, что в переводе означает «4 рода войск». Это была тактическая военная игра, в которой использовались различные фигуры, которые символизировали пехоту, конницу, слонов и колесницы. Шахматы же, какими мы их знаем сегодня, какими я их сегодня рисую, приобрели свой окончательный вид уже в Европе примерно к 15 веку. Распространяясь по всему миру, эта игра, конечно же, менялась по-разному в разных странах, и заметное влияние оказала Испания, где были установлены современные правила движения фигур. Мне, как человеку, связанному с искусством, очень интересно было узнать, кто же придумал дизайн шахматных фигур. К сожалению, достоверно неизвестно, кто это сделал, но одним из наиболее влиятельных и широко известных вариантов является стаунтонский дизайн, названный в честь английского шахматиста Говарда Стаунтона. Этот дизайн разработал Натаниэль Кук, британский архитектор, в 1849 году. И этот стиль дальше был использован в качестве стандарта. Тем временем я продолжаю делать наброски фигур, используя фиолетовый карандаш. В последнее время мне очень нравится делать скетчи именно вот этим вот карандашом. Они получаются сразу такие эстетичные, скетчевые. И в отличие от карандаша обыкновенного графитового, этот не так легко стирается. Это и плюс, и минус одновременно. Если вы хотите создать такую интересную эстетику у себя в скетчбуке, попробуйте делать какие-то зарисовки цветными карандашами. Это очень интересно и также тренирует вас, потому что вы знаете, что не все сможете подстереть, если что. Возвращаясь к шахматам, если вы вдруг никогда не играли или не слышали об этой игре, то я немного расскажу. Это игра, в которой сражаются два противника, и каждый из которых контролирует армию из 16 фигур. Основная цель игры – поставить мат королю противника, то есть создать ситуацию, в которой он не сможет избежать захвата. Это стратегическая игра. Человек должен уметь планировать и предугадывать ходы наперед, и свои, и соперника. Чтобы разбавить композицию в скетчбуке, я решила с правой стороны на развороте разместить большую фигуру и сделать ее в разрезе. А слева у нас небольшие фигурки, и небольшая деталь выделена в увеличенном формате. Немного интересных фактов, которые я нашла о шахматах. Один, наверное, из самых очевидных, что шахматы символизируют битву умов, где каждый ход имеет какое-то значение. И это отражает философию жизни, где каждое наше действие ведет к каким-то определенным последствиям. Также шахматы не могут существовать отрывно от математики. В шахматах существует огромный объем возможных комбинаций, и число вариантов развития игры после первых 10 ходов превышает количество атомов в наблюдаемой Вселенной. Этот факт поразил меня, наверное, больше всего. В 1997 году компьютер IBM под названием Deep Blue или «Глубокий синий» победил действующего чемпиона мира Гарри Каспарова. Это стало важной вехой в развитии искусственного интеллекта. Кто знает, возможно, ИИ, которые сейчас есть, мы должны за это поблагодарить именно этот случай. С 1966 года 20 июля отмечается Международный день шахмат. Этот день был учрежден по инициативе Международной шахматной федерации и отмечается любителями игры по всему миру. Вот и мы с вами
таким своеобразным способом отмечаем этот день. Я уже добавляю цвет. В этот раз я решила не использовать акварель, а порисовать именно цветными карандашами. Давно я ими не рисовала, но какое же это приятное ощущение, когда можно не спешить и расслабленно, медитативно накладывать слой за слоем. Разумеется, в живописи шахматы получили достаточно широкое отражение. Художники изображали не только партнеров за шахматной партией, но и отдельные элементы шахматного инвентаря. Шахматы часто упоминаются в литературе, кино и других видах искусства. Например, в романе Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» шахматная доска служит основой сюжета. Оноре Домье в 1863 году создал картину «Шахматисты». Голландский художник Лукас ван Лейден, живший в начале XVI века, изобразил шахматную партию на одной из своих гравюр. В 1876 году Томас Икенс написал картину «Шахматисты». Шахматы встречаются в различных фильмах и сериалах. В том же Гарри Поттере, в «Миссия невыполнима», «Коломбо», «Доктор Кто», «Твин Пикс», «Секретные материалы» и многие-многие другие. Где-то шахматы используются как двигатель сюжета, где-то как отдельные элементы, передающие какие-то важные нюансы. В шахматы играли даже в космосе в 1970 году на космическом корабле «Союз-9». А самая длинная партия шахматная длилась 20 часов и 15 минут. Она насчитывала аж 269 ходов. В 2002 году во время шахматного матча между Владимиром Крамником и шахматным компьютером Deep Fritz случился забавный инцидент. Крамник сделал такой неожиданно плохой ход, что даже компьютер подумал, что это была ошибка, и предложил ему взять ход назад. Такую опцию обычно имели шахматные программы для обучения. Естественно, это была просто случайность в коде программы, но ситуация забавная, согласитесь. В XIX веке один французский предприниматель обучил своего пса играть в шахматы. Пес по имени Муфл мог делать ходы по команде хозяина. Конечно, он не стал гроссмейстером, но история тоже забавная. А на одном из турниров в Англии, где проводился чемпионат по шахматам, организаторы заметили кота, который каждый день приходил и внимательно следил за игрой. Кот настолько стал популярен среди участников, что ему даже присвоили почетный титул «Талисман турнира». А тем временем наши шахматы в скетчбуке уже приобрели какое-то очертание и цвет. При помощи более темных тонов я проработала тени с левой стороны, чтобы высветлить правую часть. Но чтобы фигуры не летали в воздухе, им нужно будет добавить также небольшие падающие тени. Стоило бы, конечно, тени проработать более детально, но я думаю, что для детализации уже и так достаточно. Надеюсь, это видео было для вас увлекательным и полезным. Кто-то наверняка узнал что-то новое о шахматах, а кто-то наблюдал за тем, как я рисую. В любом случае, если вам видео зашло, дайте мне об этом знать, поставив лайк или написав какой-нибудь комментарий. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!